Такая красивая салфетка у нас с вами получилась. Итак, в предыдущих частях мы с вами провязали 29 рядов, дошли вот до этого момента. Нам осталось связать совсем немного. В этом видео мы довяжем салфетку до конца, спрячем все хвостики ниток, поставим салфетку на блокировку. И кто хочет натянуть салфетку на деревянную раму, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Можете посмотреть, как я натягиваю эту салфетку на кольцо. Делаю из нее ловца снов. Вот что у нас пока с вами получается. Вяжем 30 ряд. Воздушная петля подъема. И в этот же столбик, куда мы делали соединение в предыдущем ряду, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее в следующие 7 столбиков провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последний столбик перед аркой мы в него не провязываем. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в следующую арку провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3. Переходим на вторую сторону треугольничка. Первый столбик мы пропускаем после арки, и в следующие 24 провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3. Первый пропустили. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. 2 столбика на последней тройке у нас не провязанные. Далее набираем 7 воздушных арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 5 столбиков, 2 на последней тройке. Далее пропускаем сплит и еще 2 столбика на следующем лепесточке. И вот в третий столбик на первой тройке провязываем столбик без накида. И в следующие 23 столбика по столбику без накида. Последний столбик мы здесь не провязываем. Делаем 2 арочки из 3 воздушных и снова 24 столбика. Вот такой простой ряд. Все вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда. Провязали последние 16 столбиков. 8 мы сделали в начале ряда, итого 24 у нас также. И теперь соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. 30 ряд у нас готов. Вяжем 31 ряд. Воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик,
куда делали соединение. Выполнили начальный столбик без накида, и в следующие 6 столбиков провязываем по столбику без накида. И также последний столбик перед аркой у нас остается не провязанным. Далее у нас 3 арочки из 3 воздушных. 1, 2, 3 воздушные набрали, столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные, 1, 2, 3 в следующую арку, столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем первый столбик. Вот на этой группе из 24 столбиков первый пропустили, и в следующие 20 провязываем по столбику без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и последний 20. 3 столбика у нас остаются не провязанными перед аркой. И теперь в арку из 7 воздушных делаем 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12 столбик. Вот такой веер. Далее 3 столбика пропускаем, 1, 2, 3, и в следующие 20 провязываем по столбику без накида. Доходим до верхнего уголочка. Также последний столбик у нас останется не провязанным. Делаем 3 арки из 3 воздушных. Далее первый столбик пропускаем и снова вяжем 20 столбиков без накида. Все вяжем самостоятельно по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда. Провязали последние 13 столбиков без накида и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 31 ряд у нас готов. Вяжем 32 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик и в следующие 6 столбиков по столбику без накида. Провязали 7 столбиков. Теперь в арку из 3 воздушных еще 2 столбика. Три воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и в следующую арку, вот в среднюю, столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку 2 столбика без накида. И начиная с первого, в каждый вот 17 столбиков мы провязываем, 3 у нас остаются не провязанными. Здесь мы столбик не пропускаем и вяжем 17 столбиков. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Плюс 2 столбика в арку. Итого у нас здесь 19 столбиков по этой стороне. 3 мы не провязали. Переходим к группе из столбиков с накидом. Вот у нас 12 столбиков. И вокруг каждого вяжем по рельефному изнаночному столбику с 2 накидами. И между ними арки из 1 воздушной петли. Итак, делаем в начале арочку из 1 воздушной. 2 накида. И вокруг первого вот у нас столбик, заводим крючок сзади наперед и провязываем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. 1 воздушная, 2 накида, вокруг следующего также рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 1 воздушная, 2 накида, 3 столбик рельефный изнаночный, его еще называют вогнутый. 1 воздушная. Давайте провяжем еще 9 столбиков, не забываем провязывать арки из 1 воздушной петли, и встретимся. Провязали 12 столбиков с 2 накидами, 1 воздушная петля, арочка. После последнего также пропускаем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, и в следующие 17 столбиков по столбику без накида, далее в арку 2 столбика, 3 воздушные петли, столбик с накидом в среднюю арочку, 3 воздушные, 2 столбика в арку. Мы уже повторяем раппорт. Все, вяжем по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последние 10 столбиков и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 32 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 33 ряд. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в этот же столбик, куда делали соединение. Выполнили начальный столбик без накида. И в следующие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков провязываем по столбику без накида. Так, провязали 9 столбиков, считая начальный столбик без накида. Теперь в арку 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в следующую арку также 2 столбика без накида. И теперь в следующие, начиная с первого столбика, мы здесь не пропускаем. 16 столбиков провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Последние 3 столбика мы также не провязываем в них. Итого 16 и 2 столбика, 18 столбиков по этой стороне. Далее 1 воздушная петля,
2 накида, переходим к группе из 12 столбиков и вокруг каждого также провязываем по рельефному изнаночному столбику с 2 накидами, и между ними арки из 1 воздушной. Второй. Третий. Заводим крючок сзади наперед. Четвертый. Пятый. Шестой. Не забываем провязывать арки между столбиками. Седьмой. Из 1 воздушной петли. Восьмой. Девятый. 10 столбик с 2 накидами. 11. 1 воздушная и 12 столбик рельефный изнаночный с 2 накидами. И 1 воздушная в конце также. Пропускаем 3 столбика и в каждый столбик провязываем по столбику без накида. Далее в арку 2 столбика без накида, 3 воздушные петли арочка, 2 столбика без накида в арку. Все, продолжаем вязать по рисунку самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последние 7 столбиков без накида и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. 33 ряд у нас готов. Вяжем 34 ряд, воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, и в следующие каждый столбик вот по одному до арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подошли к арочке. В нее провязываем 3 столбика, обвязываем арку без накида. И начиная со следующего столбика, в следующие 15 столбиков провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Последние 3 столбика мы не провязываем. В этом ряду у нас арки между столбиками будут из 2 воздушных. Итак, сделали 2 воздушные, 2 накида, и вокруг каждого столбика с 2 накидами провязываем также по рельефному изнаночному столбику с 2 накидами. Но, как я уже сказала, арки у нас будут из 2 воздушных петель. Выполнили первый столбик рельефный изнаночный с 2 накидами, 2 воздушные. Вокруг следующего столбика рельефный изнаночный столбик с 2 накидами, 2 воздушные. Третий, 2 воздушные. Четвертый, 2 воздушные. Так, продолжаем вязать. У нас будет также 12 рельефных столбиков. Далее пропускаем 3 столбика без накида, и в следующие
15 столбиков по столбику без накида в верхнюю арку, вот на кончике лепестка. Также провязываем 3 столбика без накида, обвязываем арку. Все, вяжем по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последние 4 столбика без накида и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. Ниточку я отрезаю, следующий ряд буду вязать другим цветом. Сделали закрепку. 34 ряд у нас готов. Возьму нитку красного цвета, вот который поярче цвет. Так. Вот у нас лепесток, присоединяем к любому столбику без накида. Присоединили и вяжем 35 ряд. Воздушная петля подъема и в этот же столбик без накида, столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. И в каждый следующий столбик без накида. Вот давайте вот до этой тройки дойдем. Перед 3 столбиками останавливаемся. С каждой стороны лепестка у нас будет провязываться по 15 столбиков без накида. Хвостик здесь я сейчас сразу обвязываю. Так, все, хвостик у нас спрятан уже. Все, следующий столбик это у нас вот 3 столбика, которые мы вязали в арку. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 1 столбик и в следующий, вот средний на тройке, столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем столбик и в следующие 15 столбиков провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Далее 2 воздушные петли. И сейчас у нас будут интересные столбики. Накид. Вокруг следующего столбика с 2 накидами провязываем рельефный изнаночный столбик, но не до конца, с накидом. Вот 3 петли на крючке, закрыли 1 накид. Накид. И теперь вокруг этого же столбика вяжем рельефный лицевой столбик с накидом. Заводим крючок спереди назад. Закрываем накид. 3 петли на крючке. Закрываем за 1 прием. Вот такой столбик. 2 воздушные, 1, 2, накид. Вокруг следующего вяжем также рельефный изнаночный не до конца, 2 петли на крючке, накид. И вокруг этого же столбика провязываем рельефный лицевой не до конца. 3 петли, закрываем. Это у нас кластер из 2 столбиков. Вот такие узелки получаются. Далее 2 воздушные петли арка
И снова такой же столбик. Заводим крючок сначала сзади наперед, провязываем накид, накид. А теперь крючок спереди назад. Закрыли накид. Закрываем 2 воздушные. Давайте еще раз заводим крючок сзади наперед следующего столбика. Закрыли 1 накид, накид. И теперь вяжем лицевым столбик. Заводим крючок спереди назад. 2 воздушные. Вот такие узелки плетем. Давайте сделаем еще 8 таких столбиков. Встретимся и провяжем еще вот этот уголочек раз вместе. Вот такая красота у нас с вами получается. Провязали последний узелок, 12, 2 воздушные, арка, 1, 2. И здесь мы не пропускаем столбики без накида. Начиная с первого в каждый столбик провязываем 15 столбиков, у нас получится по столбику без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Следующий столбик мы пропустим. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Через столбик провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем столбик. И в следующие 15 также по столбику без накида. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали нужное количество столбиков, чтобы также было их 15. И теперь соединяем вершину начального столбика. 35 ряд у нас готов. Делаем закрепку, нитку отрезаем. Этот хвостик мы также обвяжем, когда будем вязать следующий ряд. И сразу его вяжем. Итак, вяжем последний 36 ряд. Для него я беру нитку вот бежевого цвета, который потемнее. Я им вязала вот эти сплиты, кластеры. И присоединяем ниточку к арке. Вот первая арка из 2 воздушных петель на лепесточке. Вот у нас полукруг. Вот первая арочка. Ближе к правому уголочку. Так. 3 воздушные петли. Это начальный столбик с накидом. Накид, хвостик сразу мы обвязываем. Провязываем еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту арку, куда присоединяли нитку. Так. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3, арочка. Пропускаем вот первый узелок, вот второй. Заводим крючок спереди назад и вокруг него провязываем рельефно-лицевой столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид. Пропускаем арку и в следующую вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В вершину последнего столбика с накидом провязываем соединительный столбик и сюда же в эту арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Вот такое пико. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем
вот этот столбик, следующий после ракушечки, и вокруг следующего узелка провязываем также рельефный лицевой столбик без накида. 3 воздушные, пропускаем арку, в следующую вяжем такую же вот ракушечку с пико, 3 столбика с накидом, три воздушные петли, соединяем вершину последнего столбика соединительной петлей, формируем пико, и еще 3 столбика с накидом сюда же в эту арку. Вот так. Далее снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем столбик, вокруг следующего провязываем рельефный лицевой столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем арку, и в следующую также вяжем ракушечку из 6 столбиков и посередине пико. Провязали 3 столбика с накидом в арку, пико из 3 воздушных петель, сделали пико, и еще 3 столбика с накидом сюда же в эту арку. Три воздушные, пропускаем столбик, вокруг следующего вяжем рельефный лицевой, 3 воздушные арка, пропускаем арочку, и в последнюю вяжем 3 столбика с накидом. Вот так обвязали первый лепесток. Далее пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, 3 столбика без накида, и в следующие 11 провязываем по столбику без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Один остался перед аркой не провязанным. 3 воздушные петли, арочка, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида. Далее делаем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в третью петлю от крючка 1, 2, 3, в третью соединяем, сделали пико, и еще 2 воздушные петли после пико для симметрии. Столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем столбик первый в предыдущем ряду вот после арки, и в следующие 11 вяжем по столбику без накида. Девятый, 10 и 11. 3 столбика у нас также здесь остаются не провязанными перед арочкой. Накид. В следующую арку вяжем 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, пропускаем
столбик, вот сложный, вокруг следующего провязываем рельефный лицевой столбик без накида, 3 воздушные, накид, пропускаем арку, в следующую вяжем ракушечку из 6 столбиков с пико посередине. Далее идут 2 арки из 3 воздушных петель. Все, продолжаем вязать по рисунку. Встречаемся в конце ряда. Итак, подошли к концу ряда, провязали последние 11 столбиков без накида и теперь соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. Все, соединили. Делаем закрепку, ниточку отрезаем. Наша салфетка готова. Нам осталось спрятать кончики. Для этого я беру крючок потоньше, вот 0,95, и по порядочку смотрим каждый цвет. Здесь белый я обвязала. Золотой обвязан у меня, черный. Все внимательно смотрим. По порядку каждый цвет проверяем, чтобы никакие кончики не пропустить. И стараемся, чтобы если кончик белый, то вплетать его сюда, в белые петелечки. Если, допустим, черный, вплетать в свой цвет каждый. Не надо белую нитку вплетать в красный. Чтобы было и с изнаночной стороны у нас все аккуратненько и красиво. Если вот нитка бежевая, так мы ее и прячем под столбики своего цвета. Но смотрим каждый кончик по порядочку. Не пропускаем. Аккуратненько, не спехом. Работа такая кропотливая, много хвостиков, но я и предупреждала об этом в начале нашей работы, что придется потрудиться. Какие возможно хвостики было обвязать, мы их сразу обвязали по ходу работы. Так прячем все хвостики, но не обрезаем их, прежде чем сделаем блокировку. Хвостики, вот эти кончики ниток будем обрезать уже, когда снимем салфетку с блокировки. Почему так? Потому что когда мы будем блокировать, хвостики могут у нас куда-то выскочить, растянуться. Будет это уже не очень аккуратно, поэтому обрезаем после блокировки.
Ну вот, наша салфетка высохла. Сейчас снимаем ее с блокировки. Ну вот, наша работа подошла к концу. Мы с вами связали эту очаровательную салфетку вместе. Я надеюсь, что вы не пожалели, что присоединились и связали. Спасибо, что были вместе со мной все эти 4 части видео. Отдельную благодарность хочу выразить всем, кто оказал мне материальную поддержку, сделал перевод на мою банковскую карту. Реквизиты я оставляю в описании под видео. Спасибо вам большое, мне очень приятно, это помогает мне, стимулирует к дальнейшей работе. Как вы знаете, сейчас YouTube не платит, не монетизирует за просмотры из России, поэтому для меня это очень важно, я рада каждому денежному переводу, очень приятно. Я вижу, что моя работа не напрасна, что люди благодарны за эти видео мне, и я с радостью делаю каждое видео. Спасибо вам большое. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!